Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером вы собрались у экранов своих гаджетов для того, чтобы в прямом эфире, прям вот вживую разобрать, неимоверный поток новостей, который несется изо всех утюгов и касается завершения войны. Прям завершение, прям до 30 апреля, прям все. Вот так хочет Трамп отпраздновать свои 100 лет, 100 дней на посту. А там кто его знает, может это действительно такое событие, которое раз в 100 лет происходит. В общем, Financial Times выдал этот материал. Будем разбирать заявление Зеленского, будем разбирать непосредственно Трампа, будем, конечно же, вот эту встречу в Лондоне обсуждать. Игорь Мосичук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Всех приветствую с города Амстердама. Видите как. Ну, у вас фонари за окном не красного цвета пока. Ну, а там, Нормальные фонари. там поживем увидим, потому что на самом деле событий много и сообщений много, да, вплоть до того, что уже есть подписаны, но не пущены в ход санкции против окружения Ермака. Об этом сообщил Шарий, да, и о том, что будет у него очень интересные материалы, и у вас будут интересные материалы. Будут у всех на самом деле полыхать вот эти пятые точки и, собственно, дым какого цвета пойдет. Вот что самое интересное. Обо всем поговорим. Единственное, что традиционно и как всегда, я предлагаю формат нашего эфира. Он, собственно, идентичен. Мы говорим, позже отвечаем на ваши вопросы. В сообществе YouTube есть анонс нашей встречи. Там уже люди оставляют вопросы. Мы к ним перейдем непосредственно. Будем отвечать и общаться с вами. Также подключим чат трансляции. Но чат трансляции может прямо сейчас, да, так сказать, вступать в определенную мыслеформенную такую коммуникацию через опрос в чате трансляции нашего сегодняшнего эфира. Он звучит так. Как вы считаете, чем закончатся лондонские переговоры? Тупиком только затянут войну, США умоют руки и уйдут, сдачей части Украины ради мира, Ермак выбьет гарантии, власть уйдет. Варианты не взаимоисключающие, но что для вас главное, пожалуйста, выберите. Если хотите ворваться прямо в прямой эфир текстом на экран, так сказать, сервис, QR-код, который возле меня, Donation Alerts, милости прошу, текст появится, все его увидят, можете там задавать вопросы или что-то комментировать. Также работает суперчат, суперстикеры. Поддерживайте меня, как это делаете в последнее время, тем более, что, судя по всему, да, вот мы приближаемся к такой жуткой развязке. Игорь Владимирович, давайте начнем с Лондона. Слушайте, а Рубио уже не едет. Выходит представитель Госдепа, говорит, ну такой занятой Рубио, у него столько дел, поэтому Келлог будет, а Рубио нет. На этой же неделе Уитков отправляется к Путину после Лондона, ну и встреча на похоронах Папы Римского. Вот такой календарь. И в этот календарь вмешивается, как я уже сказал выше, Financial Times с определенными договоренностями. И Путин уступает Трампу, не Зеленскому, в плане остановки войны. Если собрать это все воедино, так а завтра нас что ждет? Смотрите, Александр, давайте начнем с опроса. Вот я попробую ответить на опрос, который вы задали. И отвечу я так. Микс будет. Микс всех 4 ответов. И будут проноситься они у нас перед глазами очень и очень быстро. Скорость будет очень большой. Насколько затянется сам процесс? Ну, я пессимист, в отличие от вас. Вы это знаете, мы не раз это обсуждали. Я уверен и убежден, что пока зеленые гниды во главе с Зеленским не покинут Банковую, не покинут правительственные кресла, коридоры, ну и так далее, изменений ждать не приходится. Это мое убеждение. Поэтому вот эти вот 4 ответа, ну, которые вы предлагаете, они будут иметь, и мы их уже видим, мы их не очертания видим уже. Мы видим тупик.
Тупик нам сегодня продемонстрировал Зеленский. Притом тупик он выкатил наперед. И тут очень важный момент, Александр. Походу, он не совсем доверяет своей делегации. Потому что он говорит в рамках директив. Да это ж мы первый раз от Зеленского о директивах услышали. То ж пытались все допроситься, а скажите ж, какие директивы у этих, на тех переговорах, на вот тех, да? В ответ тишина. А тут за директивы вспомнили. Фактически своими посылами на пресс-конференции Зеленский выстроил, подготовил лондонского гарбуза, если с российской газетой, да, ну, перекликаться и с Дмитриевым, да, который перепостил ее, заранее, то есть гарбуз, российская газета предвидела, что все с чистого листа будут нарезать и в виде гарбуза подадут Кремлю, да? Так вот, Зеленский гарбуз уже с делегацией передает. Никто ничего там в Лондоне уже нарезать не надо. Уже все. Все четко, понятно, все. Слышал кто-то о том, что есть вопрос Крыма? Нет. Ну вы слышали? Нет. Ну только в прессе говорят. Ни одно официальное лицо, ни со стороны США, ни со стороны Российской Федерации, ну вообще ниоткуда это не звучало, кроме прессы. Как мы знаем, пресса, особенно сейчас глобалистическая, тоже вбрасывает, я не скажу, что все неправда, но вбрасывает. Я не исключаю, что вопрос Крыма был. Так тогда Зеленский должен был выйти и сказать: нам вот это вот сказали, а мы вот это отвечаем, правильно? Но он же не говорит, что нам это сказали. Нам это предложили, или нам ультиматум, да, ну, как некоторые пишут, поставить. Нет, он этого не говорит. Он выходит и наперед. Будет этот вопрос Крыма? Ну, не будет. Он говорит: да идите вы, ну, идите. Второй момент. А что у нас, ну я же вот это слежу за календарем, 22 сегодня, я же не ошибаюсь, не, у меня все же Да, нормально, в как бы чате, в все. чате трансляции прямого эфира шутят, что вы при галстуке в честь дня рождения Ленина. Ну, вы знаете, я не считаю, ну, не праздную день рождения Ленина, я вообще после трусов теперь в галстуке хожу. Трусы одел на голову Зеленскому, а сам в галстуке. А Э, галстук, это стрелка, указатель как раз туда. Да. Да, да. А по поводу, ну, Ленина скажу вам так. Э, У меня к этому, к этой исторической личности неоднозначное отношение, мягко говоря. Это так, мягко говоря. Как верующий, как православный, я его не воспринимаю и считаю сатанистом и тому подобное. Но как исторический, как враг Украины он понятен мне. Но как историческая личность, ну ее же вычеркнуть нельзя. Ну, понимаете? Хотя Путин говорит, что Украину Ленин создал. Ну, вот такое, понимаете? Смотрите, я почему за число? Мгм. Потому что 21-го нам обещали подписать соглашение о минералах. А сегодня 22-го и Шмыгаль пропал. С радаров вообще пропал. Понимаете? Такое впечатление, что и там все зависло. То есть мы, как там один из вариантов у вас, в тупике.
Но я вам скажу так. Первое, я утверждаю, я это знаю там, ну, с 5-7 источников, очень близких к администрации Трампа. Дональд Фредович ненавидит Владимира Александровича. Вот просто ненавидит. Какие причины? Ну, я думаю, разные, начиная от поездки на завод в Пенсильванию, потому что там однозначно было, как считают в администрации Трампа, игра на сторону Харриса. Если бы проиграл Трамп, то это, ну, для него 200 лет тюрьмы, ну, могло быть и так далее. Это одно. Второй момент. Санкции действительно готовы. Они были готовы еще раньше. Я в четверг-пятницу проанонсирую у вас. Выдам материал. Я думаю, что у многих будут взрываться и пердаки, и мозги, и все что угодно. Потому что они же санкции вводят, своей головкой не думают. А потом, я имею в виду этих зеленых гнид наших, а потом прилетает, ну, бумеранг, бьет по темечку и начинают орать: «Караул! Убивают, зрение лишают», понимаете? Но если они ожидали, что все сложат руки, сядут, будут сидеть, не будут реагировать, Э, люди работают, люди понимают, раз им объявили войну, они идут на войну. Ну, не последних же людей в эти санкции, ну, запихнули в стране. Поэтому анонсирую четверг-пятницу новости санкционные. Обратка называется. Как поймать обратку? Вернемся Ну, к Лондону, Игорь Владимирович. Возвращаемся к Лондону, Александр. Я уверен, что разговор завтра будет ни о чем. Но это не означает, что все, хана, ну, закрыто, дальше ничего не будет. Они будут пытаться, я имею в виду Ермака и команду зеленых, в Лондоне будут пытаться сделать все, чтобы отстрочить, перенести, следующий раунд, ну, назначить и так далее, и так далее. Я думаю, что край, потому что Дональд Фредович себе ж там начертил, как вы по числам правильно сказали, историю эту. Ни на что они не согласятся. В лучшем случае это будет прекращение огня. Это в самом лучшем случае. Но не факт, что на эти условия пойдет Российская Федерация. Потому что под это прекращение огня будет гарбуз. Ну, как в новой газете, ой, в российской газете написали. Понимаете? Поэтому я думаю, и больше чем уверен, что будут включены механизмы смещения руководства страны. Какой? Зе- Украины, Зеленского, зеленых ниц Кабмина, возможно, трансфер в парламент, если он там вообще еще не обдрыстался в зеленом цвете до конца. Возможно, действительно какое-то временное переходное правительство, там национальное единство, ну как угодно его могут обозвать. Ситуация выходит на финишную прямую. Тут я с вами согласен вот, ну, на 101%. Мы прибываем на финише. Затянется эта финиш на 100 метров, ну, пробег по ней. Может быть. Но это не будет годами. Я думаю, что в течение мая, первой половины лета, вопрос будет решен. Потеряет ли при этом Украина? Да, и очень много.
Ну, это опять же к вашему ну, вопросам, к вашим ответам. Каждое соглашение, которое, ну, на которое мы выходим, хуже предыдущих. Каждое. Это же уже практика показывает. Были минские, потом были стамбульские, потом вот сейчас, да, ну, то есть каждый раз хуже, хуже, хуже. Поэтому ничего хорошего в следующих предложениях, которые придется подписывать новому правительству, я не вижу. Уйдут ли самостоятельно зеленые? Под гарантией, не под гарантией, никуда они не уйдут. Будут ли санкции по ним? Будут. Притом вне зависимости, кто-то согласится, не согласится, будут лайт какая-то передача, лайт уход, ну, от власти, неважно. Санкции уже будут. Это вопрос решенный. Деньги, которые заведены в Оман, в Объединенные Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, их тоже будут отлавливать. Ну, в лучшем случае, ими в этих странах можно будет попользоваться, не дальше. Э, Ситуация сужается, и она будет сужаться, ну, будем говорить, с каждым днем, каждым часом. Я вот ехал тут со встречи, ехал на эфир к вам, ну, просматривал ленту новостей, и она просто менялась в течение минут. То есть происходят события, и коридор сужается, сужается и Нет, ну вы же, сужается. подождите, вы же видите, как сужается этот коридор? Коридор сужается, и все идет к тому, что, как ни крути, все выходит по-трамповски. По Да, Трампу. То есть да. много вот этих всех моментов выступления Зеленского. Ну вот скажите, зачем было выходить и говорить о том, что, ну, задают же вопросы, да, по сливам этих договоренностей, там, а США возьмет под контроль станцию. Зачем было говорить, что нет, там украинский персонал, США не Но это могут. тоже что с Крымом. Ну вот вопрос. Я бы Они не сказал, знают, как пользоваться станцией. Александр, вот Ёлки-палки, слушайте. вот подождите, вот задали бы мне вопрос, ну, условно подобный, да, я бы ответил, сказал, дорогие друзья, если американцы вынесут на порядок, ну, дня, то мы это обсудим, мы посмотрим правительственные, другие, ну, понимаете, да, так же, как и с Крымом, ну, вынесут, будем рассматривать, ну, вопрос. А тут какая-то не хочу, понимаете, да, что-то написала, где-то додумала, где-то по Запорожской станции. Ну, не специально, это же очередное посылание нах, понимаете, на трибуну. Запорожская атомная станция одной из первых в Украине была переведена на Westinghouse, то есть на американские кассеты топливные, ну и тому подобное. Я общаюсь регулярно с людьми с МАГАТЭ, с людьми, которые работают в МАГАТЭ на серьезном уровне, которые понимают это, мониторят это. Они говорят, и россияне, и украинцы, и американцы могут обслуживать эту станцию. Есть только один вопрос. Для россиян это невыгодно, потому что им эти кассеты надо будет покупать или вкладывать деньги, чтобы опять ну, на Росатомовские переходить. А это время, это опять же сбой ну, в работе станции, которая и так это Которая сам. стоит, подождите, которая не Да, работает. да. Из всех Не, ну, энергоблоков два как, остались на российских, бывших советских, да, да. ну, технологических Смотрите, станциях. Их да, запустят, да и все, чего тут. эти два да, остальное нет. Она громадная. Трамп хотел, естественно, сделать как бизнесмен. Ну, мы всегда, когда мы слышим Трамп,
Мы же приходим к тому, что он бизнесмен, Александр. И он смотрит с точки зрения бизнеса. С точки зрения бизнеса для американцев это большая станция, как он говорил, это прекрасная станция, с которой он может продавать и Украине электроэнергию, и на оккупированные территории продавать. И у него будут развязаны руки, и он на этом будет и политику делать, ну, в этом регионе, и бабки хорошие зарабатывать. Трампа я понимаю, я Зеленского не понимаю, который вышел и начал рассказывать чушь с двух точек зрения. С первой технической, потому что американцы могут это делать, это знают все. А вторая с политической. Послушай, ты как вернешь эту станцию, Вова? Я знаю, что 2 года назад, Александр, по станции били с Хаймерсом. Вот это откровение. Это правда, это мне звонили ребята, запускали дроны, били с Хаймерса, Атамакса, вот, ну, то есть это самое. По ней били. Это правда, это звонили люди, защитники наши, которые воюют там, ну, видели это все. Звонили, говорят, у них что, вообще уже, ну, Нет, подождите, Хаймарс, он не стреляет без наведения западных спутников. ну правильно, но это же вопрос не ко мне и даже не к Трампу, вы понимаете. Отбили реально по станции. По станции реально били. Это знают и в России, это знают в Украине, это знают в Штатах. По ней били. Мне ребята с Днепра звонили. Люди, которые, ну, принимают участие в защите Отечества, люди, которые авторитет там имеют определенный. Это реальные вещи. По станции били. Но это вторая, это та же история, что с блуждающим этим беспилотником, который летел в сторону Киева, развернулся, полетел и шарахнул в арку. У меня, кстати, вопрос. Александр, вы же не слышали, и я не слышал. Может, я пропустил граждан, которые арку строили, их уже взяли под стражу? Нет. Ну, там, понимаете, там кому... Я вот общался там недавно с представителями правоохранительных международных органов и рассказывал эту историю. На меня смотрят вот так вот и думают, ну, врет человек. Я показываю документы, говорят, так быть не может. Я говорю, оно может и не может. Но оказывается может. Значит, понятно, что арку начали строить задолго до Зеленского. То есть и деньги там воровать начали задолго до Зеленского. Но вот приходит, компания этим занималась. Приходит время. И надо принимать арку на баланс. А все такие руки умывают. Ну, никто же ответственность брать не хочет, подписывать этот прием. Понимаете, да? Ну, 2 миллиарда собрала, мир собрал 2 миллиарда на эту арку. Там же деньги со всего мира собраны. 2 миллиарда. И принимать фуфло, которое сейчас после удара несчастного беспилотника нам рассказывали, что Боинг упадет, ничего не будет. Горело 1,5 месяца. 1,5 месяца горело после удара, ну, вот этого блуждающего беспилотника. Не могут найти, кому подписать. Знаете, что они сделали? Они руководителям зоны отчуждения, ну, который акт приема передачи подписал, назначили руководителя фирмы, которая строила арку.
Когда прилетел блуждающий беспилотник, и стало очевидно, что арка не арка, и что оно горело ж там это самое, я 5 раз фамилиями, документами, совсем все опубликовал. Я точно знаю, Александр, 101% знаю, что это попало на стол спецслужбам нашим, на стол РНБО, потому что была обратно, ну, как бы связь, понимаете? Но на выхлопе ноль. То есть я делаю выводы, что у кого-то серьезного рыло в пуху. Потому что покрывать подобную хрень, ну, твоих слов нет. Это, ну, я не знаю, это, ну, брать на себя ответственность такую. Просто для меня это дико. А, Зеленский спешно, тут, знаете, можно сказать, папа еще не остыл, а Зеленский уже устремился к нему на похороны. Нет, безусловно, наверное, нужно встретиться со всеми, повидаться. Однако сказать, что у папы и Зеленского были хорошие прям отношения, и сейчас как выставляют, это же опять-таки, да, человек, ну, сейчас в Ватикану вообще не до того, да, то есть, в общем, папа молился за Украину. То есть к папе с точки зрения христиан разные отношения. Он такой специфический был, Франциск, да, ну как бы был и был, но он всегда то русскую и украинку с крестом ставил, то, в общем, пытался белый флаг продвинуть как идею, да, о том, что давайте заканчивать. Не разделял украинцев и россиян. Несколько раз встречался там с Ермаком, Зеленским, Еленой Зеленской, всякие подарки там получал от них разные. Но сейчас вот выкручивают, я прям немножко ошалел, когда увидел даже информацию, что лично Папа Римский со своего, прям с пенсии со своей, да, то есть то, что со своего кармана для бригады Холодный Яр купил мавики недостающие, какой папа был, и к нему вот едет Зеленский. В сети прикалываются, да, как бы, а как будет одет, то есть вот это полумилитари пижама только черного цвета, траурного, наверное, или все-таки костюм наденет, потому что все-таки встреча такая специфическая, и это не политическое мероприятие в том исконном смысле слова политическое, которое мы в него вкладываем. Это другой повод. Но тем не менее, а Зеленская будет с ним или не будет? И в общем, как вообще мы будем представлены там? Вот возникает этот вопрос. Потому что Трамп, понятно, да, там будет, он тоже сообщил об этом сразу, и, конечно, там и флаги приспустили, и траур объявили. В разных странах траур объявили по этому делу. Но ведь мы же понимаем логику. Лондон, потом Уитков, идея, ну как пишет Вашингтон-Пост, сейчас глобалистские СМИ просто разрывают насчет Трампа, это Витков предложил Крым признать, да, в обмен на вот этот план и прекращение огня. Летит к Путину, ну или в Россию. Потом мы видим вот эта встреча. То есть календарь понятен. Так а что изменит Зеленский на похоронах папы? Смотрите, Александр, ну, во-первых, хорошо, что вы поняли по Виткову, да, и по глобалистической прессе. Это опять же, с Крыма начали, Крымом закончим, так сказать. Ну, говорил Витков, не говорил, лежит это на столе переговоров, не лежит это на столе переговоров. Это вытаскивается, все, все, все. Вы знаете, мне за последние дни так надоела тема вот эта Крыма, да, до которого нам сейчас при нинішній ситуації, як до Вашингтона рачки, да, як моя бабушка говорила, царство їй небесне. Вот. И это самое, и эту тему тягают, тягают, тягают. Говорят, Америка хочет сдать Крым. Да? Вы слышали такое? Друзья,
Америка Крым России сдала в 2014 году, когда президент США Обама фактически дал возможность, дал согласие на аннексию, оккупацию, как угодно назовите, Крыма. В 2014 году, когда они сидели в ушах всего тогдашнего временного руководства Украины и говорили: ни одного выстрела, никакого сопротивления, мы вам помогать не будем, если, ну и так далее, и так далее. Что сейчас вы хотите, ну, от этой администрации? Это ж Байден был вице-президентом у Обамы, приехал в Киев, Турчинов ему в руки экземпляр Будапештского меморандума, как раз по Крыму, ну, разговор был. Тот его порвал и сказал: нет, будет то так. Ребята, его сдали в 2014 году. А все вот это попить кофе в Крыму, да, нам там рассказывали, что в Ялте будут пить. Так я не против. Покажите, что вы конкретно для этого сделали. Миша Подоляк, ну это же не, ну, трындеть же не мешки ворочать. Детей своих возьмите, отправьте в штурмовой корпус. Пускай покажут, как Крым возвращать. Понимаете, ну вот тут уже сидит, вот тут. Вы понимаете, ну, вот он сейчас выходит, это приблизительно как со станцией. Вы ее вернете. Вы по ней гатили оружием западным 1,5-2 года назад. Вы ее вернете сейчас физически? Нет. Но ты говоришь: мы против, какие американцы. Американцы не смогут, только мы сможем. То же самое с Крымом. Ну, понимаете? То есть, это раз. Во-вторых, а кто-то слышал, вот тоже Витков, а то даже либеральная вот эта глобалистическая пресса этого не пишет, что Украина должна признать. Америка признает. Так они в 14-м фактически признали. Нет, ну Понимаете? погодите, там же санкции по Крыму, там же все не так просто. Послушайте, естественно, если переговоры это как о бизнесе. Александр, если договариваемся о чем-то, то и уступки обоюдные должны быть. И Путин сейчас на этом ловит. Вот я записал видео, вставил, кстати, тот кусочек, где вы говорили в интервью мне о мире. И я говорю: ну, Путин сыграл как шахматист. Вот с Великодним примир'ям Путин сыграл как шахматист. Вот Шелест предупреждал, но Зеленский этого не слышал. Ну, по логике вещей, это Зеленский должен был бы выйти и сказать: у нас православная страна, у нас там тут, и мы предлагаем перемирие, все. Но нет, но нет. Нет, ну сейчас Зеленский, подождите, распинается и говорит о том, что мы за прекращение огня, а после него мы готовы вообще в любом формате говорить с Россией. Вот мы Александр, устойчивое прекращение огня добьемся, а потом все разговоры. Вот такая Александр, позиция. Но больше всего Александр, мне, знаете, что понравилось? Говорит, так погодите, если мы откажемся от членства звук пропал, Александр, звук все пропал. просто обалдели от этого. От чего Россия откажется? Смотрите, это приблизительно так. Вот российская дипломатия, Путин играют в шахматы.
А зеленые гниды решили, что мы будем с ними против их шахмат в Чапаева играть. Пам-пам-пам, понимаете? Оно же не работает. Весь мир на это смотрит и все. Папа, похороны. Ну, я понимаю, почему летит Трамп. Я понимаю, почему летит Трамп. Что там будет делать Зеленский? Опять играть в антитрампа? Не исключаю. Смотрите, Александр, очень серьезно, я бы сказал, глобально геополитическая история разворачивается вокруг избрания нового папы. Понятно, что Франциск, как говорит, как вы сказали, еще и тело не остыло, да, там и это самое, и траурные церемонии, но все же знают, что когда папа умер, начинается преддверие конклава, начинается борьба. Я хочу всем напомнить, что папа Франциск стал папой в результате давления, громаднейшего давления на покойного папу Бенедикта, консерватора, со стороны всех вот этих глобалистов и всех этих, который сказал: я болен, я отойду, и отдал Святой Престол Франциску, который начал там идти навстречу ЛГБТ-повестке, начал там многие-многие другие вещи. И сейчас он затянул окружение таких же либералов, таких же глобалистов, которые претендуют на Святой Престол. Трамп пытается продвинуть своего кандидата, консерватора. Тем более американский кардинал ни разу не занимал Святой, престол. Я думаю, что в этом, в плане консервативного папы, очень серьезного в данной ситуации, ну именно с избранием папы, это премьер-министр Италии Мелани. По причине того, что многие кардиналы итальянцы. Ну, начнем с этого. И появление там Трампа и все подобные вещи для меня абсолютно понятны. Это борьба за Святой Престол. Это борьба идеологическая за Святой Престол. Потому что если удастся продвинуть папу консерватора, глобалистическая повестка в мире посыпется окончательно. Она сейчас сыпется уже. Вы же видите, Шваб даже свалил. Сказал: я ухожу. Вообще ходили слухи, что папа Франциск умер раньше, а нам не рассказывали, готовили, избрание. И потом так получилось, что прилетел с ним, действительно встретился вице-президент, и через пару часов папа спочил. Вот. Поэтому это вот что там будет делать Зеленский? По украинской повестке там никто говорить не будет. Представлять украинских католиков, в довоенный период где-то порядка 7-8 миллионов в Украине действительно было греко-католиков и римо-католиков, которые признают верховенство папы. Но учитывая ту антихристианскую позицию, которую занимает Зеленский и его зеленые гниды, то я и в этом сомневаюсь, кардинально. Что он там будет делать? Его туда несет как антитрамп. Он хочет вмешаться в расклады по избранию нового папы. Он, Как там, этот Николай Бычок, да?
Микола Ну, Бычок, со всем один, уважением, один из кардиналов, который говорит, теоретически может украинец стать папой. ну, это, понимаете, я вам скажу так, по правилам католической церкви папой может стать любой католик, который соблюдает, ну, полностью. Про Николая Бычка, кардинала, кстати, о нем очень хорошо отзываются в самом Ватикане. Э, Ну, нигде, кроме украинских СМИ, вот этих, притом придворных этих инфопомоек, он вспоминает. Я думаю, он и сам не вспоминает, понимаете, о такой возможности. А вот этим вот надо вот эти вот истории, понимаете, вытаскивать. То есть абсолютную историю, ну, не знаю. Этого человека, ну, я бы не допустил в храм после того, что было сделано на Пасху, на Великдень. Понимаете? Вот эти все гей-парад, потом этот его партнер кошевой с этой расческой и Пасочка. пасочкой, да, головой дебильной, это самое. Вот, то есть, ну, Александр, понимаете, тут очень, очень и очень э, тяжело сказать. Я думаю, что у него есть якась задача, которая не связана ни с Украиной, ни, естественно, ни с Николаем Бычком, дай ему Бог здоровья, вот, и успехов на его поприще. Ни с чем она связана с чем-то другим. В общем, Игорь Владимирович, в прямой эфир приходят свежие новости, свежие комментарии. В общем, Financial Times, да, мы об этом говорили, публикует материал, что, мол, 11 апреля поговорил Путин и Витков, и Путин как бы согласился без претензий на все, там, всю территорию области, то есть остановить и заморозить войну по линии фронта, официальное признание Крыма Соединенными Штатами, не вступление Украины в НАТО, ну, в общем, оставить. Сразу этот материал разлетелся, он действительно очень интересный, ввиду того, что Путин, получается, сам себе как бы противоречит, потому что первопричины конфликта, то, на чем Москва всегда настаивала, ну вот, они как бы не решены. Я вспоминал, вот только я, по-моему, вспоминал, никто не вспоминал Нарышкина, который вообще 3 пункта, да, говорит. Законы дискриминационные убрать, да, вот нейтральный статус вот этот, да, и, ну, в общем, как бы, да, вот, и возврат территорий. Ну, вот, имеется в виду возврат, ну, как бы, да, по Конституции России, то есть уважение Конституции Ну, России я понимаю, да. То есть в этом смысле. 4 области плюс Крым. Да, то есть это как бы человек, вот такое, 3 пункта, ничего больше не надо, и все понятно. Значит, выходит Песков, вот буквально в нашем прямом эфире, и комментирует публикацию Financial Times. Говорит, много сейчас фейков в уважаемых изданиях, слушайте, пожалуйста, первоисточники. Ну, то есть Путина слушайте, Financial Times не читайте. Поэтому фактически мы увидели, А что... я поэтому и не обговаривал с вами. Мы с вами полпрограммы только что говорили о фейках, которые появляются в этой глобалистической прессе. Да, Поэтому то, с чего мы начали, все вот эти 4 ответа на ваш вопрос, да, на вопрос нашего эфира с вами, они все, вот они все миксуются по причине того, что мы понимаем, вот глобалисты играют на чувствах людей. Они вкидывают информацию, вот, ага, вот Путин вот согласился, все, от мир, вот, но тут будет ловушка, вы же помните, да, в этой публикации? Потом, оказывается, Путин этого не говорил. Потом появился Крым. А сейчас оказывается, что еще и о Крыме не разговаривали, бы разговаривали там о ну, 5 областях. понятно, что глобалисты топят Трампа. Но понимаете, в чем дело? Есть же сухая определенная, ну вот, позиция. Зеленский, который кричит, давайте останавливать войну, а потом как бы разговаривать в любом формате,
Он же прекрасно понимает, что ничего не останавливается ровно для того, чтобы, ну, скажем так, превратить Украину в чемодан без ручки. Потому что вот в Запорожье сегодня прилетел КАБ в дом. Но это один. А второй куда прилетел? В предприятие. Харьков. Налет шахедов. 12 взрывов. Ну, это 12 целей с шахедов. Бьют по предприятиям. Понятно, что сейчас нет разницы между гражданской инфраструктурой и негражданской. Если есть какая-то линия производства чего-нибудь, да, в любом случае всегда есть, все настолько перемешалось. Это экономика, это много вещей. То Так есть, бьют по офисам, вот Днепр, например, тоже, по ресторанам, ну, по бизнесу бьют. Понятно, идет война, в том числе экономическая, это надо, ну, понять. Обнуляют, обнуляют фактически. Он это видит, ну, Зеленский, и он на это тупо не реагирует. У него абсолютно, Александр, история другая. Он, оп, все, я тут, вот это самое, ну. А также не бывает тут. Вот это тот вброс от него, который мы сегодня прослушали, это, знаете как? Я зайду в комнату, в которой перед этим какой-то Вася что-то орал, и начну на этого Васи слова отвечать. Вот приблизительно это так же. Глобалистическая пресса накидала заготовок. Пришел момент X, вышел Зеленский и на них поставил те точки, которые надо. Я говорил и повторюсь. В Лондоне готовился и произойдет срыв переговорного процесса. Вопрос еще в чем. Не хочет ни Кремль, ни Трамп иметь дело с Зеленским. Пытались наладить контакт, разговор с Ермаком. Так сегодня Зеленский дал понять, что и Ермак уже ж никто. Правильно я понимаю? Ну, я ж его внимательно слушал. да, Я выдал эту самую директиву, и они не. То есть не с кем разговаривать. Там его ненавидят в Штатах, ну, администрация, а в Кремле считают кидаловым. Ну, прямо, вот россияне же говорят прямо, он кидалово, он что не обещает, все кидает. я, смотрите, как хочу продолжить. Мы будем следить, конечно, за Лондоном, но Лондон обнулен. Обнулен до Обнулен. начала, до начала. И в этом задача была у Зеленского, он ее выполнил. И, в общем, то, что... Американцы все Смотрите, поняли. если бы Рубио ехал бы, как глава Госдепа, Так они все поняли. Ну зачем ему ехать? Ну, Александр, ну это, знаете, это я собираюсь куда-то навстречу, а человек, с которым у меня намечены переговоры, выходит и говорит, да там Игорь Владимирович, там хрен собачий. Ну, я же не поеду туда. Ну вот, все, Рубио сказал, не едет. Едет Келлог. Келлог это ни о чем в данной ситуации, при данных раскладах. Все. я хочу продолжить там двумя-тремя событиями, которые я прошу вас откомментировать. Друзья, пожалуйста, поставьте лайки. Нас практически 12 тысяч онлайн. Очень важен каждый лайк, потому что, ну, я понимаю, что репосты делать дело такое. В чате трансляции кто-то пишет, что зашел и увидел без VPN, да, или там без каких-то настроек. Подтвердите или опровергните, гляжу в чат, поставьте лайк или напишите, что тогда действительно заработало в Украине или как. Ну, то есть... Не знаю. В общем, кто-то написал, вот давайте проверим эту информацию, напишите, что думаете. Ну или как есть на самом деле, не то, что думаете. Значит, проблема же в том, что, Игорь Владимирович, вот вы так зацепили краешком, да, вот эту историю с религиозными организациями, он публикует фотографию, что смотрите, все конфессии со мной. На Пасху в его родном Кривом Роге, в его родном, мужик бросил коктейль Молотова в синагогу. В общем, мужика не нашли. Но звоночек страшный. Конечно. Я об этом предупреждал.
Я об этом говорил. Я больше того. Давайте вернемся в 2019 год. Я вам расскажу. Мне рассказывали там прихожане Днепровской синагоги. Значит, приходит Шмуль Каменецкий, это раввин Днепровской синагоги, приходит в синагогу, в Минору, а там евреи радуются избранию Зеленского. И Шмуль на них смотрит и говорит: а что вы радуетесь? А вы не понимаете, какая ответственность ложится не только на него, а на всех нас, потому что он один из нас. Недавно виделся с одним соблюдающим тоже евреем, и он мне говорит: а у нас в Святых Писаниях записано, что еврей не может быть руководителем другой страны, кроме Израиля. Ну, то есть, кроме страны евреев. Я понимал, что к погромам может прийти. Вот этот звоночек, он страшный. Его там купируют, не купируют. Если не изменится политика гуманитарная в стране, будет большое горе. Я скажу так. Погром православия. Фактически глум, есть такое хорошее украинское слово, над Великоднем, над Пасхой, с этими гей-кинофестивалями, с этими, которые потом во всех помойках офиса разгоняют танцующими, издевающимися геями в женских нарядах, окропяющих чего. С этим Женей дебилом, это кошевым, с пасочкой на голове. Что он этим хотел сказать, ну, я не знаю. Надо, наверное, в штурмовую отправить. Ну, может, там мозги вернулись. Вот. С захватами храмов, с пустыми храмами, он говорит, все конфессии со мной. Так я скажу так, я даже не буду брать УПЦ. Я не буду брать даже УПЦ. Он с юбилеем Филарета, патриарха, поздравил, после того, как я его матом крыть начал в этом, ну, в соцсетях, в телеграм-канале, все, с опозданием на 2 дня. Ну, там, ну, Понимаете? слушайте, у Филарета возраст такой, там, 2 дня больше, 2 дня меньше. Да, Подумаешь. 95 там это ж, ну да, у нас же все ж вот, понимаете? Ума просто б такого, як у Філарета в 95, щоб у нього було в його, ну, юном возрасте, потому що тот еще книги Смотрите, перекладав. тут происходит на самом Смотрите, деле. я сейчас закончу, Александр. И вот, я наблюдаю это все, и я понимаю, что идет к большому внутреннему взрыву. Я не раз у вас в эфирах говорил, во многих говорил, нам надо не Миньет, я имею в виду Министерство единства, нам надо реальное единство, которое можно получить только одним путем. Отдал религиозный вопрос святым отцам, языковой вопрос филологам, исторические вопросы историкам. Вот смотрите, я начал наводить резкость, прочитал у Дубинского сегодня, начал наводить резкость. Мне говорят, да. Если это правда, я сейчас там всех попросил контролировать, что готовят вывезение на экспертизу антропологическую в Британию мощи Ильи Муромца, чтобы доказать, что он финном был.
О как! Да, понимаете? Ну, и что Суздальское княжество не имело отношения к Киеву. Ну, это есть такой Снайдер, историк, на зарплате у Пинчука. Ну, то есть это все по переписыванию истории. Это отрезать русский период Украины. Ну, то есть по логике вот этих вот товарищей, они же от Путина далеко не убежали. Если Путин рассказывает, что Украина с Ленина, ну, началась, то эти рассказывают, что с Хмельницкого або с Грушевского. Понимаете? Ну, вот, то есть, ну, не убежали же абсолютно, ну, никуда. Они просто методически убивают нацию. Это очевидно. Любая нация, любая, это кровно-духовная связь мертвых, живых и нерожденных. Игорь Они, Владимирович, они убивают на поле боя кровно, и они убивают духовно. Вот и все. смотрите, Я вам... тут нет, ну давайте так. То, о чем вы говорите сейчас, сенсация не в том, что там кто-то чего-то убивает. Я всегда на это отвечаю очень просто. Ну вот что, сильно убили? Да, сколько столетий, сколько там вот Энеиды Котляревского, украинский язык. Ну что, его сильно убили? Убили. Знаете как? Последнее время. Потому что последнее время украинский язык вообще не украинский язык. Я тут поразился, на днях перейдите, посмотрите, если не видели, друзья, блогер Назарчик, который сбежал из Украины, мы с ним пообщались, записано интервью, я немножко, ну как, я прям порадовался. Вот одни, конечно, пишут, да, ну, он на украинском говорил. Одни пишут, да, вот на украинском, там, нам не нравится. Но очень много комментариев, я прям на них зацепил взгляд, да, то есть зацепилось, глаз зацепился. Прям много. Говорит, слушайте, а я все поняла. Там жительница российской глубинки или какого-то города российского пишет. А другой говорит, слушайте, так, а это точно украинский язык? Мне все понятно. Ну, то есть язык языку рознь. Самый главный вот этот момент, который вы сказали, и на что нужно, ну как, обратить внимание и трубить во все колокола, что если правда возьмут мощи и отправят их в Британию, а вернут ли? А все ли мощи вернут? А какую часть? А кому вернут? А куда вернут? Да, то есть нет же уже этих монахов, которые за ними смотрят, то есть нет уже вот этого всего. Нет, ну куда вернут? Ну, Мы правильно. теряем артефакты своей идентичности, историческую ценность Я которых говорю, невозможно на оценить. поле боя убивают кровно, а тут убивают духовно. И все. И с языком то же самое. Вы вспомнили Энеиду Котляревского. Если взять Энеиду и взять то, что сейчас втюхивают детям, это две большие, как в Одессе говорят, разницы. Это раз. А теперь еще один вопрос. А я дико извиняюсь, Александр. А что вообще происходит? Почему государство решает за меня, за вас, за Василя, Галину, Петра, Ивана? Что мы должны смотреть? Что мы должны видеть? И так далее, и так далее. Расскажу вам буквально 2 минуты историю сегодняшнего дня. Я начал с того, что я нахожусь в Амстердаме, и нахожусь я здесь, провожу встречи в рамках там, построения Украинской Всемирной Ассамблеи, общаюсь с громадой, встречаюсь завтра с журналистами голландскими, буду рассказывать о свободе слова в Украине, что от нее осталось, о санкциях, о преследованиях журналистов, тюрьмах, ну и так далее. Сегодня, думаю, надо ж посмотреть город. И попросил найти мне лодку с человеком, которого я смогу понять. Ну,
украиноговорящие, русскоговорящие, все. Мне нашли такую водку, я сажусь. Он говорит, а вы Мосейчук? Я говорю, ну да. А я ваш подписчик. А я у вас там смотрел вот последнее там интервью с Дубинским, с Шелестом смотрел, ну и так далее. Вот. Меня Максим зовут, я с Одессы сам. Я задаю ему вопрос. Человек, чтобы вы понимали, Максим в Одессе бизнесом занимался. И не просто бизнесом, а именно вот у него есть документы международные, он яхты гонял, и в клубе участие принимал, все, у него дом в Одессе. Я ему задаю вопрос, вы вернетесь? А он мне говорит, ну очень хотелось. Первый год, говорит, меня вообще накрывало. Очень хотелось. Но вы знаете, меня очень напрягает, что за меня будут решать, что мне смотреть, что не смотреть, что мне читать, что не читать, в какую церковь мне ходить или не ходить, кого мне уважать, а кого не уважать. Вот это вот пример, как мы теряем людей. Притом людей, которые мыслящие, которые бизнесом занимались, деньги зарабатывали, налоги платили. Понимаете? Налоги платили. Тут же по поводу налогов, Александр, я вообще прозрел. Смотрю, этот фунт, который исполняет роль директора Монобанка, Гороховский, приходит на интервью к Стернину в эфир. Потужно. Да, ну у меня, честно, нервов бы это смотреть не хватило. Я попросил там своего помощника просмотреть это и нарезать. Оказывается, что Монобанка нету. Он действует по лицензии другого банка. А налоги платит не как банк, а как IT-компания. Я задаюсь вопросом. И это человек, мешающий обществу, рассказывает о патриотизме. На ядерку собирает. А налоги не платит. А так можно. Можно, Игорь Владимирович. Один момент, эпизод отреагируйте. Понятно, что есть там галопирующая мобилизация сейчас. Там говорят, в резерв плюс пуш-уведомления скоро введут. Оп, типа, делень-делень, ты в розыске через резерв плюс. Из третьей, ну уже третьей штурмовой не бригада, а корпус, да, там вышла начмед, начальник медицинской части, и поделилась вообще историей, когда год назад мужчине поставили диагноз там ВИЧ, туберкулез, а он годен по документам. Те докопались, смотрят, говорят, а как так? Ну так, годен. А там есть, оказывается, пункт такой очень интересный. Если ты не жалуешься, до 40 лет не обращался никуда, ну ты годен, нормально все. И вот его призвали, они там разбирались, конечно, это был ужас какой, что, ну такой локальный местный скандал. Но ввиду этой мобилизации я хочу вот, чтобы завершить нашу основную часть и перейти к вопросам зрителей. Их очень много, кстати, на удивление. Я эпизодом в Староконстантинове. Я не знаю, видели вы это, не видели. Магазин. Обычный. Ну, такой, простой. Два хлопчика. Ну, сколько там, лет 10, может, пацанам, там, 11, 10, может. Ну, вот в этих пределах, плюс-минус, на вид. Заходят, чего-то выбирают, а там вот это все буквой Г, касса здесь, вот они здесь выбирают. Заходят два военных, и тоже, в общем, их надо обслужить. Да, они там тоже чего-то выбрали. И у пацана язык повернулся сказать, что типа, ну, мы первые в очереди. Мы тут, дайте, мы тут шоколадку купим и пойдем.
На что его военный отвешивает оплеуху, подзатыльник. Я все-таки верю в максимальный вес там, индивидуальных чисел. Вот этот парень, он вырастет. И он это лично запомнит. Как на передовой в Хмельницкой области Староконстантинова. Тяжелый, уставший от упорных боев, от того, как кровушка течет, обозленный. Конечно, его надо оправдать, этого военного. Взял и ударил чужого ребенка. И он этот вырастет, он поймет. Но самое интересное, что наше государство говорит вот таким пацанам: готовьтесь, дальше вы. Вот вам сейчас 10, ничего страшного, сейчас там туда-сюда уже и можно будет в центр этого супротиву национального пойти. Научат вас там, как дронами управлять или там, как повязки накладывать. Мы создаем и лепим внутри. Такое ощущение складывается хуже, чем там какие-то тоталитарные какие-то общества. Когда, помните выражение «солдат ребенка не обидит»? Такая это получается не солдат уже? Что скажете? Смотрите, Александр, два ключевых момента с этого рассказа. Я не видел этого, но с того, что вы рассказали, два ключевых момента. Значит, первое. Нам действительно нужен мир. Надо заканчивать с этой всей историей, в которую нас втюхали граждане-глобалисты. Теперь умывают руки и разменивают нас налево и направо. Потому что мы потеряем поколение, потеряем вот этих молодых людей, о которых мы говорим, и все. Теперь второе. Второе более важное, особенно в этот период, вот сейчас, и повоенный, период. Человек в форме должен нести наказание в 2 раза больше, чем обычно. Почему? Объясню. Очень просто. Ответственность, честь мундира и тому подобное. А в тылу вот эти тыловые, товарищи, должны наказываться и публично это показывать. Вот этими вещами, что покрывают вот таких крыс, которые бьют детей, которые кого-то грабят, возят наркоту, разные, случаи время от времени всплывают. Когда их покрывают, потому что они в форме, они делают свинячью услугу всем вооруженным силам и всем воинам, тем, которые действительно в окопах гниют, тех, кто действительно воюет, тех, кто действительно конечности в боях потерял. Всем им делают свиную услугу. Потому что эти люди должны быть наказаны, и об этом должно быть оповещено общество. Если мундиром будут дальше прикрывать преступления, то закончится это полной дискредитацией вооруженных сил Украины и всех военных, даже тех, которые заслужили, чтобы их уважали. Да, так и есть. Так и есть. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Они такие. Как вы считаете, чем закончатся лондонские переговоры? 5% Ермак выбьет гарантии и власть уйдет. 23% сдачей части Украины ради мира. 31% США умоют руки и уйдут. И 41% тупиком, только затянут войну. То, о чем мы говорили фактически. Да, вариант самый очевидный, но давайте так. Вот комментируя вот эти все проценты, слушайте, мы же взрослые люди. Мы понимаем, что сейчас происходит. Путин, вот это Financial Times даже это появилось, Песков говорит фейк. Посмотрите на Пескова, как вообще про него Путин отзывался. Путин, если надо Трампу, вот правда надо, до 30 апреля организовать прекращение огня и сделку,
Путин пойдет на уступки Трампу. Трамп организует. Трамп выйдет, скажет, смотрите. Сколько это продержится, это уже... Вот, понимаете, в чем дело? Он выйдет, скажет, все, мы организовали, я победил, смотрите, мы тут будем с вами это обсасывать в эфирах совершенно разных, да? А потом просто пройдет какое-то время, и кто-то куда-то стрельнет, где-то что-то, и начнется опять. Вот по принципу там Ближнего Значит, Востока, Александр, Израиля и Газы. это то, что я вам и зрителям говорил. Все вот эти 4 пункта, все они в той или иной мере имеют место. Они будут миксоваться. Какие-то будут отпадать, какие-то будут закрываться, какие-то будут... Все это будет происходить. Притом в калейдоскопном порядке будет крутиться у нас на глазах. Будет ли остановка войны, вернее огня, прекращение боевых действий до 1 мая? Я этого не исключаю. Но постоянного мира точно пока не видно. Пока при власти зеленые гниды, это априори невозможно. Вот и все. Да, друзья, переходим к вопросам. Игорь Владимирович, лаконично, вопросов очень Да. много, все очень интересные. Давайте, поехали. Значит, вот такой вопрос. Украинцы, за что вы воюете? За что зря погибаете? В НАТО не берут и кружевных трусов не дают. Россия побеждает и, похоже, победит. За что тогда? Даю очень простой ответ. У меня вопрос встречный. А зачем было начинать прямую агрессию 24 февраля 2022 года, если на тот момент у Зеленского рейтинг валялся где-то в районе Плинтуса? Понимают ли в России, что агрессией 24 февраля подняли от этих вот гнид зеленых до небес и сделали их чуть ли не спасителями нации? Понимают они это или нет? Распространилось сообщение, что Мосейчук, Бондаренко, Арестович и другие входят в группу заговорщиков. Скоро введут в Украине статус врага народа с сопутствующими карами. Агония режима уже? Ну, смотрите, я видел это сообщение, я понимаю, кто его автор, это самое. Низкопробная фигня. Я, кроме Константина Петровича, естественно, знаю еще пару человек, даже назову кого, знаю Андрея Бортона, правда, не слышал и не видел его с 2019 года. Вот. И один раз в жизни пересекался с Арестовичем. Притом, я не знаю, помнит ли он эту встречу или нет. Ну, понимаете, да? Ох, То есть... какие замечательные обстоятельства у вас были. Нет, То так есть это мог было... не помнить. Нет, там была куча людей, это было в зоне АТО в 2014 году, и там было очень много людей, понимаете? Поэтому, ну, низкопробный фейк, но он запущен с определенной целью. Он запущен с целью прогрева общества перед возможным введением санкций против Константина Петровича Бондаренко и Игоря Владимировича Мосейчука. Это правда. Это рассматривается, это их там носят, их туда носят, назад носят, опять приносят. Одни говорят, вы с ума сошли, Мосейчук в розыске в Российской Федерации, а вы хотите санкции ввести РНБО. Вот. А вторые говорят, нет, он там, ну и так далее. Я не могу комментировать зеленый дурдом. Мгм. Вот просто не могу. Понятно. Как известно, в украинских школах ученикам запретили на переменах говорить на русском. Вопрос, можно ли говорить, например, на крымско-татарском, гагаузском, венгерском или на молдавском языках? Если да, то не кажется ли вам, что это дискриминация по языковому признаку? И почему в школах нельзя использовать русский, а на фронте можно?
Смотрите, первое. Слава богу, пока не запретили. Это законопроект нардепа Пипы. Я так понимаю, что он даже среди зеленых гнид навряд ли соберет 100 голосов. Поэтому в школах на переменах запрещать никто ничего не будет. В отношении того, что другие языковые группы и так далее, ну, я вам скажу так, каждый язык, для меня, чем больше человек знает языков, тем лучше. Раз. Второе. Когда великие националисты, которые б'ють себе в груди, кричать: ми за українську мову і тільки українську мову. А Мосійчук от записав звернення до Бужанського на російській, да, там, ну, або що-небудь таке. А потім я читаю, що вони вносять законопроект про те, щоб не дублювати англійські фільми в кінотеатрах, то я розумію, що ці падли, прикриваючись любов'ю до української мови, хочуть замість російської зробити домінуючою англійську. Їм нафіг українська мова не потрібна. Вони просто хочуть, щоб замість російської домінувала англійська. От і все. Мгм. Так, добрый вечер. Денис спрашивает, когда, по вашему мнению, освободят Коломойского и что ждет дальше зеленых гнид после его освобождения? Спасибо. Смотрите, я не могу сказать, когда будет освобожден Игорь Валерьевич. Тут очень сложный вопрос. Это может произойти, ну, непредсказуемо. Что ожидает? Я думаю, что зеленые гниды попробуют сделать с него Березовского. Они прекрасно понимают, что живой Игорь Валерьевич это для них, ну, он их будет догонять всю оставшуюся жизнь. Так, Игорь, готовы ли вы снова сотрудничать с радикальной партией Ляшко? И прокомментируйте, пожалуйста, военную службу Ляшко вместе с телохранителем Александр Вальченко. Да, что-то потеряли мы, так сказать, выход на Игоря Владимировича. Почему-то что-то произошло. Друзья, но мы остаемся с вами в эфире и, собственно, я думаю, прекраснейшим образом дождемся, пока вернется Игорь Владимирович. Я верну. Вот он, похоже, уже и вернулся. Слышали вопрос, да, по поводу... Нет. Не слышали. Хорошо, повторим. Готовы ли вы снова сотрудничать с радикальной партией Ляшко и прокомментируйте, пожалуйста, военную службу Ляшко вместе с телохранителем? Александр спрашивает. Значит, Александр, три коротко тезиса. Первое. Я стараюсь вообще не комментировать действия любые Олега Валерьевича по причине того, что я с этим человеком прошел определенный отрезок жизни. И в отличие от других людей и персонажей, которых вы знаете, их множество, они сейчас, как правило, обслуживают зеленых гнид. Я человек благодарный и людей не трогаю тех, которые делали мне когда-то добро. Раз. Второе. Что касается его служб. С телохранителем, без, я не знаю. Если там какие-то видео, которые я видел и так далее, это, конечно, не совсем этично. Это, конечно, не совсем правильно. В то же время я скажу вам так. Если человек, помогая стране, лопатой выкопает ямку, за это ему надо быть благодарным. Соберет что-то, надо быть благодарным. Главное, чтобы это не было во вред стране.
И третье, по радикальной партии. По состоянию на сегодня деятельность радикальной партии не осуществляется, как и других партий, практически кроме парламентских, ну, в стране. Это раз. И последнее. Я вышел с партии, как правило, никогда второй раз не вступаю в реку. Вышел чисто из-за расхождений как раз с Олегом Валерьевичем на глобальный политический вопрос зеленых гнид. Да, понятно. Привіт, Олександра Шелест, Ігор Мосійчук. Прохання дати оцінку і прокоментувати наступне. Дуже важливо. Дивіться, наша делегація підписує меморандум про наміри. Що це? Це крах. На мою думку, це свідчить про те, що словам української дипломатії вже ніхто не вірить. Пояснити це якимись іншими словами неможливо. Приходять різні спікери з різними думками, розмовляють про перемогу, поразку, якусь капітуляцію, бла-бла-бла. Крах. Ви підписали папірець про намір. Вашим словам ніхто не вірить. Я не бачив, що президент якоїсь іншої країни так робив. Сором. Відповідайте мені, будь ласка, російською. Я не ділю людей і все чудово розумію. Дякую. Пользователь Механік. Шановний пане механік, я з вашого дозволу, раз ви поставили питання українською, я українською і відповім, тим паче, що її чудово розуміють практично 99% наших глядачів. В незалежності від того, в якій точці світу вони знаходяться. Да, ну не в Україні. Без VPN, да, це важливо сказати. Да. Або не переключивши країну в налаштуванні YouTube на Уругвай. Значить, даю вам відповідь. Меморандум не підписано. Не підписано. Пропав. От ми з Олександром, якби ви уважно дивились, ви, мабуть, пізніше включились, то ви б почули. Ну, пропало. І Шмигаль пропав, і меморандум пропав, і все пропало. Нема. Добу ніхто нічого не знає, що з цим відбувається. Це раз. По-друге, меморандум з нами підписали дуже серйозні люди, дуже серйозні президенти. Я про Будапештський, якщо що. І чим це закінчилось, ви бачите. Навіщо цей меморандум? Пояснювали представники адміністрації Трампа, що його хотіли використати в перемовинах з Російською Федерацією. Це два. Третє. Зеленському не вірять. Це правда. Не в Вашингтоні, не в Москві, ніде не вірять. Він прийшов до Трампа в Трамп-вежу перед інаугурацією, запропонував сам цей угоду по надрам і набрехав про рідкоземельні метали. А правою рукою продавав уже в цей час рідкоземельні метали Британії через Пінчука і Буткевича. От і все. Да. І сьогодні Буткевич виходить і розказує, ми уран добивати будемо. Будем. Денис Шмидт, здравствуйте. Вопрос Игорю. Не хотели бы вы зарегистрировать товарный знак «Зеленые гниды»? Ну, ви знаєте, часто думаю, що надо. Надо. Мабуть, звернусь я є в мене друзі, юристи, які займаються реєстрацією товарних знаків. Наверное, я к ним обращусь, тому що приїжджаю, там сидять люди, и все, и сразу зеленые гниды. Вопрос, кстати, очень такой жесткий и правильный. Если редкоземы не принадлежат украинцам, земли не принадлежат украинцам, у украинцев нет права выбора, права голоса, нет свободного передвижения. Что есть у украинцев, за что нужно умереть? Смотрите, вопрос очень, Александр правильно сказал, тяжелый и правильный. Постараюсь дать ответ.
если это касается э, родного дома, родного города, и многого чего другого, тогда я очень даже с пониманием отношусь. Есть люди, которые по-другому смотрят. Смотрите, мне часто задают вопрос: Игорь Владимирович, вот я думаю, мне выехать с Украины или не выезжать? А я всегда отвечаю, это должно быть ваше, исключительно ваше личное решение. Если вы у меня спросите, идти ли в ВСУ воевать, я вам отвечу, это должно быть лично ваше решение. Мгм. Переходим в чат трансляции. Из суперчата вопрос от Алекса. Что думает Мосейчук про Тележенко? Все, что Андрей говорит, происходит. Спасибо, кстати, за поддержку в суперчате. Смотрите, я с Андреем общался, что я думаю, э, ну, давно не разговаривал, но мы общались и в эфирах вместе с ним были, и так далее. Скажу так, ну, довольно грамотный парень и знает очень много информации, интересной с точки зрения это самое. Я думаю, там есть определенные моменты, которые я бы задал ему, если бы были прямые там дебаты, да, какие-то политические, я имею в виду. У меня есть к нему вопросы, на которые я хотел бы получить ответы. Но это не глобальные вопросы по стране, там, по будущему, ну, по тому, что происходит. Да. Значит, еще один вопрос, как говорится, врывается, так сказать, не очереди. Спасибо, друзья, что такие вопросы задаете прямо на экране, пока Андрей задавал. Аноним. Почему никто из украинцев не призывает к миру? Журналисты, ломы. Ведь если бы мир увидел, что мы хотим мира, увидел бы 10-тысячный митинг за мир где-нибудь в Европе. Может, было бы легче? Может, нужно сбора, ну, собрать людей? Ну, первое. Я думаю, что человек, аноним или как там, который задал этот вопрос, он впервые в эфире у Александра Шелеста. И в том числе в эфире, где я присутствую. Потому что мы о мире говорим, ну, и по несколько раз за эфир и о необходимости. Если вы имеете в виду собрать людей, это не так просто. Это раз. Во-вторых, я категорический противник собирать людей за деньги. Люди должны собираться с идеологических убеждений. Я над этим работаю, поэтому я и нахожусь сейчас в Амстердаме, потому что мы разбудовываем, расстраиваем Украинскую Всемирную Ассамблею, людей, которые живут вынужденно, а кто-то и не вынужденно за границей наших сограждан. И мы прямо заявляем о мирной повестке. Я, как человек, который в Украинской Всемирной Ассамблее отвечает в том числе за идеологическую составляющую, с Константином Петровичем Бондаренко, ну, постоянно на всех мероприятиях, везде мир. Это, я отвечу так, вопрос мира – это вопрос выживания украинской нации сейчас. Ну, Зеленский же тоже о мире. Нам нужно прекращение огня и устойчивый мир. Вот сейчас он это выкручивает. Александр, Александр, ну, я ж не манипулирую, как Зеленский. Я говорю, ребята, мир будет очень тяжелым. Мир будет очень неприятным. Многие его не воспримут. Но мир нам нужен.
Потому что мы потеряем государственность, если мира не добьемся сейчас, и потеряем жизнь нации. А это самое главное. Ну, возможно. Светлана Кривошапова, СС Галичина, победила Украину? СС Галичина не победила Украину. СС Галичина. Судя по названиям улиц, не факт. СС Галичина Украину не победила. Это отдельная история. Тут, понимаете, ну, вопрос задан не совсем корректно, не совсем. Несознанием истории, тут, вот, допустим, если бы был Константин Петрович, он бы целую лекцию мог прочитать. Я ее тоже могу прочитать, но это длительное время займет. Я просто задам один вопрос провокационный автору этого вопроса. А вы знаете, что бандеровцы агитировали и выступали против формирования дивизии СС Галичина? Вот так вот, понимаете? Но она разная. Украинская история, она разная. Знаете, есть такой очень хороший украинский писатель, но очень плохой государственный деятель Владимир Винниченко. Это начало прошлого Так столетия. его надо запретить. Не, его не Ну, надо вы же никого. слышали рекомендации Э, последние? запре- Запрещать никого не надо. У него, кстати, очень хорошие книги, он драматург очень хороший, но очень плохой был государственный деятель. Так вот, он сказав фразу: «Українську історію не можна читати без брому». И это правда. Здравствуйте, уважаемый Александр Игорь Владимирович. Скажите, пожалуйста, правильна ли политика махровой русофобии в отношении всех русских, не только из-за войны, развязанной действующим режимом Российской Федерации? Нет, неправильно. Нет, неправильно. Смотрите. Во-первых, э, развязана война была ж не русским народом, а решение о так называемом СВО принимал Кремль, принимали конкретные люди. То, что российский народ не смог это остановить, ну, это как бы каждый народ, мы тоже не можем остановить зеленый гнит, вот только что об этом говорили, бусификацию, которая подрывает основы государства, основы вооруженных сил, дискредитирует. Мы же не можем это остановить. Мы тоже за это как бы. Русофобия сама по себе это, как любая фобия, это зло. Э, И в каждой нации есть хорошие люди, есть плохие люди. И в украинской есть плохие люди, и в российской, и в американской, и в британской, ну и так далее, и так далее. Да, Лина Поэтому, Востроилова, вопрос. А что вы Ленина не уважаете? Он исправно осуществлял написанное Марксом в Лондоне и вместе с Троцким был глобалистом. По нынешним временам назывался бы Соросенком. смотрите, ну, аплодирую, аплодирую. Ну, Ленин не насколько был, конечно, глобалистом, как Троцкий. Но нынешние глобалисты, они троцкисты. Вы абсолютно правы. Ну, а я ж противник, если вы не знали, я противник глобалистов, поэтому и Ленин мне. Но смотрите, кто смотрит мои эфиры, которые я веду со своего там кабинета, да, те видели у меня за спиной кучу бюстиков. Так вот, там есть бюстики людей, чью идеологию я не разделяю. Но я считаю этих людей историческими личностями, глыбами историческими. И они занимают на моих полках свои места.
Так, Сергей Рубцов, Александр, здравствуйте. Вопрос. Кто грохнул Фарион и за что? Игорь Владимирович, понятно уже? Смотрите, я рассматриваю несколько версий, кроме там официальной, да, и так далее. Э, Я думаю, что грохнули из-за ее высказываний, из-за попыток навязывания то, о чем мы говорили сегодня во время эфира, языковой политики, исторической политики и тому подобное. Понимаете, когда у меня аж дискуссия вот была тоже недавно на языковую тему, и я сказал, говорю, вот смотрите, вам негры украиноязычные ближе, чем украинцы русскоязычные. Ну, это уже там меня Потому могут сейчас... что, потому что мы дружим с Макроном. Нахватались. Нет, могут, конечно, обвинить в чем-то, но я их убиваю другим. Я говорю, ребята, вы знаете, что 90% первого состава добровольческого батальона Азов разговаривали на русском языке. И не сразу потому что очень хорошо сидеть где-то под Римом, мыть жопу итальянцам или сидеть в селе где-то на Коломыщине, на диване, и строчить, что вы, подонки, все должны за 2 минуты вивчити українську мову. Артур, как считает гость, нас, не спросив в 91 году, лишили Родины? Если голосовать в Украине тем, кому 50 плюс, хотели бы они возврата в Союз? Смотрите, я скажу следующее. На референдуме украинский народ проголосовал за независимость Украины. Это исторический факт. Никто там ничего не фальсифицировал, не делал. Это исторический факт. Поэтому изменились ли с того времени какие-то у кого-то взгляды? Ну, время идет, взгляды меняются. Было бы другое процентное соотношение, если бы сегодня голосовали, не было бы. Возможно, даже было бы, но в другую сторону. Значит, давайте еще вот такой вопрос. Уточним про мир. Ну, финалем, за финалем сегодняшний эфир. Вопросом от Майкла Джордана, который был только что на экране. Вашу позицию знаю, Игорь, но весь мир видит картинку, которую показывают гниды. Если мы сейчас каким-то образом не покажем обратную, то нации аминь. Причем тут деньги? Придет, кто сочтет нужным. Вы соберите. А? Какое вам наставление? Смотрите, дорогой зритель, Александр и все, кто смотрит, мы этим занимаемся. В ближайшее время в Берлине, в конце мая, в начале июня будем проводить очередное мероприятие. Приглашаем всех, кто находится на территории Германии, в Берлине, в соседних странах. Приезжайте, присоединяйтесь, давайте вместе покажем, продемонстрируем, где место зеленых гнид, где позицию по миру, что нашей нации нужен мир. Давайте, 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 мы готовы. Да, друзья, мы готовы, значит, важно в конце сказать мне, то есть уже вторую неделю подряд после введенных санкций переносится мой эфир, традиционный по вторникам, там 7 вечера, эфир с Вадимом Карасевым. Я должен объясниться, ну, как бы, смотрите, Вадим Юрьевич, он может выступать, то есть законом ничего не запрещено. То есть, чтобы все понимали.
То есть он, там, я, это все возможно. Нет никакой уголовки ни против кого-то из нас, нет ничего. То есть это важно сейчас. Нет никакого там юридического ограничения. Просто сейчас такой период подачи документов в суд, и Вадиму Юрьевичу порекомендовали, ну, скажем, не злить, да, лишний раз, и, ну, в общем, как бы, чтобы... Вадим Юрьевич находится на территории Украины. И И да, и понятное дело, что это определенное дополнительное, смотрите, не юридические сложности вызывает. Давайте так, я дипломатично вызову, ну, выскажусь, потому что, простите, пожалуйста, ну, как бы у меня подсанкционная площадка, поэтому вот как бы, ну, в общем, я думаю, что это все временно. Главное, как бы подать документы, юридические проволочки пройдут, а так, конечно, с удовольствием и всегда. Но понятное дело, что и мой YouTube-канал очень серьезно тормознули, ударили по нему прямо, и по деятельности Вадима Карасева то же самое. То есть, если кто-то там вам рассказывает, да что там они там, это, ты подумаешь там, нет, ребят, это серьезный был удар, поэтому я всем очень благодарен за поддержку. По вторникам 21 час мы ждем вас с Игорем Владимировичем. Игорь Владимирович, спасибо большое за время и мысли. спасибо вам, Александр. Дорогие друзья, Александр, скажу вам так. На перстне царя Соломона было написано следующее. Все проходит. И это пройдет. Поэтому власть зеленых гнид не вечная. И я всегда заканчиваю эфир словами. Мы все равно должны сделать нашу страну великой, мирной и процветающей. И будем жить. Да, друзья, всем еще раз спасибо за этот эфир. Ставьте лайки, спасибо за поддержку. Самое главное, что мы не прощаемся, никуда не уходим. Обязательно увидимся. Каждый дом добра и света. До скорого.